Бонжур! Это, как я обещал, мой новый проект. И мы начнем. Знаете, тот момент, когда идет урок, и вам учитель говорит: не двигайтесь, не дышите. Если эксперимент пойдет что-то не так, то вы можете умереть. И любой чувак, даже, скорее всего, именно ты, будешь делать вот так вот. Ёлки-палки. Давай подальше. Ой, я в луч попал! Знаете, познание моего английского языка, типа, hello, hello, bonjour. И если, типа, мне кто-то будет стоять за камерой и говорить, это, hello, я ему также буду. И, скорее всего, следующему мужику тоже так же говорили. Здорово. My name is Alex. What's your name? My name is Andrew. What's your name? Oh, glad to meet you. Where are you from? I'm from United States. Nice beat, nice. Nice beat. Thank you very much. Thank you very much. Where you live? Have a nice day. Подожди, какой О. have a nice day? Что ты мне тут have a nice day? Have a nice night, лучше сказать. Have a nice... Я узнал настоящий сюжет Гарри Поттера. На самом деле там не Волдемор попал в Гарри, а кое-что другое. Гарри тоже знает этот сюжет, и вы сейчас это увидите. Я вам говорю. МакГонагал говорила, что в тот день, когда меня подкинули к Дурслям, Хагрид случайно уронил меня с мотоцикла. А ведь мне втирали, что это след Волдеморта. Ну, держись, рукожоп, брата. Знаете, что теперь делают это пираты Карибского моря? Вы не догадаетесь. Они открыли свою автошколу. Вода, вода, кругом вода, вода. Вы просто посмотрите на это на мужика. Он сидит, яйца. Вокруг его вода, машина не едет. Он, скорее всего, ждет инструкторы, наверное, Джека Воробья. Ну а что еще делать? Сиди, фоткай там. Я в воде. Найс. Больше я не могу сказать ничего про это. Следующий кадр были сняты в зоопарке. Был день рождения слона. И я это... просто не мог это вставить. Not bad. Now Мне кажется, кстати, то, что там не только животные к этому ручью пришли, но и, наверное, сторож и директор. Ну, день рождения слона. Да, я бы не позавидовал чуваку из этого видео. Представьте, вы сели в самолет. Вы боитесь самолетов. Представляете ситуацию. Вы сидите рядом с иллюминатором. Все нормально. Вы сидите, голову поворачиваете. И тут что-то в турбину влетает. И вы начинаете... И тут начинается голос пилота. Не волнуйтесь, все будет аккуратно и безопасно. Я бы сделал как этот же чувак из видео. Я вам отвечаю. В мире все говорят: увеличение зарплаты. Ну, сейчас вам правду расскажет один мужик. Министерство финансов и Министерство магии не одно и то же место. С чего? Министр финансов по НТВ сказал, что я 30 получаю, а на деле пятнашка. Магия. Скорее всего, этот разговор он понял, когда сходил босс за премией. Ну, или там за зарплаты, авансы. Ну, что-нибудь такого типа рода. Тот момент, когда у тебя одна шоколадка, и друг просит типа поделиться, и ты говоришь: хорошо, только один кусочек. И друг делает один. Не один укус, это. Один укус. И друг делает этот укус. Судя по фильму «Терминатор», «Восстание машин» в скором будущем будет. Знаете почему? Потому что даже уже обычные инструменты начинают войну против людей. Не, я знаю, что это. Это, короче, это новый этап соревнований там. Победить перфоратор. Представляете такую ситуацию? Соревнования. Раз такие качки уходят, берут гирю или штангу, что они там, я не знаю. Такой, раз,
поднял такой, стоит вот так, трусится, 3 секунды подержал, так поставил, новый мировой рекорд. И тут такой выходит чувачок хиленький, такой, раз за перфоратор. Раз его начал кидать, все, проиграл другой, раз, 3 секунды простоял, все, новый мировой рекорд. Овации, медали. Если русский человек попадет в Голливуд, и в Голливуде будет реальный, ну, не актер, а реальный, типа, кто фильм снимается, то будет, скорее всего, такая ситуация. Особенно, когда русский отдыхает. Стоп, все нормально, я русский. Только что мне и моей команде удалось заснять редчайшие кадры нового оружия против дронов. Кодовое название «Шарик». Вы просто посмотрите. Он его схватил, уничтожил, так сказать. И как будто это не он. Раз, дальше пошел, палку взял и ушел. Невозмутимый. И ничего ему не скажешь. Типа, ты мне дрон сломал. Не, мужик, я палку держал. Если что-нибудь случится в серии фильм «Форсаж», и всем придется искать другую работу, там закроется, обанкротится, то я знаю, когда пойдет Доминик Торетто работать. Он пойдет в пятерочку. Знаете, как создаются все песни? Любые прям. Все думают, о, там биты сначала пишут, потом слова или наоборот. Я тоже так думал, типа, Панамеру, Новый Мерин. Но нет, на самом деле, просто так, сидят, кто придумал музыку, сидят. О, собака, давай. Америка говорит, что захватит Россию. Вы просто вдумайтесь, как Америка перевозит что-то. Будто танк. Танк поставят обязательно на самолет, на железную дорогу и повезут. Материалы для дома. Позвонит, алло, там мне нужна доставка, или подпишут доставка. Россия это вообще страна чудес. Если пьяный батя узнает, что доставка стоит 500 рублей, я не удивлюсь, если он перевезет поллеса, потому что это обычный русский человек в Америке везет дрова. Раскрыта главная тайна бабушек. И сейчас вам ее поведает Гарри Поттер. Слышала про подпольный клуб пенсионеров, где они дерутся на спицах для вязания и балуются запрещенным корвалолом. Так вот, куда бабки едут по утрам. Вы знаете, если придумали Железного Человека в России, ну или придумали его снимать в России, то обязательно был бы вот такой вот сюжет. Не как в оригинальном фильме. У меня сейчас один вопрос. Либо у кого-то много денег, либо мы уже живем в далеком будущем, но нам... У меня вот Жигули стоит, на нее пулемет, она разваливается, а тут машина это, без колес ездит. Будущее? Нам об этом не говорят 100%. Знаете, в момент, когда на работе нужно работать, ну, начальник сказал, если он застукает, что ты отдыхаешь, сразу увольнение. И ты работал, и чуть-чуть задремал, и тут пришел начальник, он тебя будет, и ты по инерции дальше продолжаешь работать, а поздно ты спалился. Жалко песика, его теперь уволят просто. Ну, так сказать. Уснул на работе. Раньше погорел на работе, теперь уснул. Многие говорят, что у Христа не было и быть не могло.
Я вам сейчас другое докажу. У него была собака. Вы заметили? Она пробежала по воде и еще остановилась, что-то делала. Я на это... Я представляю эту ситуацию. Где-то на берегу стоит Иисус Христос такой. Кто у нас тут хороший мальчик? Принести там палку. Собака побегала. Палка утонула, а что ей делать? Сказали принести. Ну, теперь нести придется. Она же не тонет. Кстати, а это. Вот мне интересно. Если Христос не тонет, то как он моется? Он заходит под душ. Если он попадет в современный мир, то представьте эту ситуацию. Он начнет мыться. Он же над водой. Значит, он будет подниматься вверх. А если дождь пойдет? А это интересно. Пойду это. Я слышал, что жир подниматься на воду. Пойду обмажу жиром и пойду под дождь. Все. Можете расходиться. Фильм закончился. Домой. Все домой. Ну, можете остаться, кто хочет послушать, как я разговариваю. Ну, учите, я здесь разговариваю неинтересно. Я скажу про то, что это был то, что я вам говорил. Новый проект. Тот проект не удался, ну, про ВК, а вот этот удался. И, кстати, с ним была маленькая загвоздочка. Когда я его начинал делать, знаете, я сижу такой, я его сделаю. Я посмотрел туда, я посмотрел сюда. Аналогов на ютубе нету. Не, может есть, но очень прям мало. И я такой, все, я его делаю однозначно. Такой беру и думаю, а что я возьму? Ну потом кое-что поискал информацию и нашел, как это сделать. И увидимся в следующее воскресенье. Если вам понравился формат, да, я вам надеюсь понравился, ставите внизу лайки, комменты. И скоро увидимся. Ну, скоро, короче, увидимся. Всем пока. С вами был Рэй, оператор, кошка. Кошки не было. Только я оператор. Удачи всем.